Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте запишем небольшой апдейт, что произошло на криптовалютном рынке. На выходных волатильность немного повысилась, ну а сегодня в понедельник вот такой объем проторговался за 24 часа. Dogecoin уже достаточно основательно здесь засел в топе, уже почти $1,5 миллиарда за сутки проторговывается на данной монете. На Solana, конечно, больше, но она периодически даже вылетает из этого топа. Наибольший рост показывает монета Matic, Polygon, а наибольшее падение все та же Solana, которая в топе по объему торгов за сутки. Что же касается настроения трейдеров, то индекс страха и жадности показывает по-прежнему страх. Да, вчера цвет был не красный, поднимались до оранжевого, но зона была также зона страха. Сегодня цифра 33, вчера была цифра 40. Сегодня также хочу отметить вот такую метрику. Коэффициент реализованных долгосрочных держателей. Периодически посматриваю на подобные метрики и показываю их в видео, когда происходит то или иное значительное изменение. Так вот, сегодня хочу показать, что индикатор вышел из зоны. Кто называет ее накопление, кто называет ее капитуляцией, но в общем зона, откуда происходит разворот в долгосроке. И вот мы видим, как данный индикатор, данная метрика выходит и направляется наверх. Всякий раз, когда это происходило, а на истории это уже раз, два, три, 4, 5 раз. И всякий раз, когда мы выходили с данной зоны, глобальная цена биткоина после этого шла наверх. В общем, еще одно подтверждение того, что цена биткоина находится на дне и покупать в долгосрок здесь как минимум рационально. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Экономический календарь важных событий на следующую неделю. Здесь, конечно же, стоит отметить 10 ноября, это будет четверг. В этот день выйдет большое количество данных. В 16:30 по Москве будет опубликован базовый индекс потребительских цен. Также в это же время, также 10 ноября, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Если ничего экстраординарного не произойдет и данные будут близки к прогнозу, либо еще лучше, то цена не только на крипторынке, но и на других рынках с большей вероятностью пойдет наверх. Сегодня затягивать не будем, сразу посмотрим графики, новостей особых, на которые я бы обратил внимание, нет. На биткоине мы точно сходили по галочке, которую я нарисовал в предыдущих видео. Протестировали уровень поддержки, отскочили и направились наверх, тем самым дорисовав восходящий импульс. С большей вероятностью сейчас мы пойдем еще немного в коррекцию и затем продолжим рост. Глобально, если еще раз показать, здесь без особых изменений. Первая цель это предыдущий пик в районе 25 тысяч. Локально здесь также у нас продолжается вот такой восходящий канал. Минимумы повышаются, максимумы тоже повышаются. Как локально, так и глобально все выглядит по-прежнему неплохо. По эфириуму сейчас посмотрим, что здесь у нас изменилось. Здесь мы отскочили от уровня сопротивления. Также это совпало со скользящей средней 200-кой на дневке. И также, как по биткоину, направляемся вниз на коррекцию недавно завершенного импульса. Если 4 часа открывать, мы посетили отмеченную зону. Ее можно удалять. Отскочили, дорисовали импульс. Получили здесь дивергенцию. Косвенное подтверждение того, что импульс завершен. Вот у нас зона, куда стремится коррекция. Вполне вероятно, мы коснемся этой зоны и отсюда будем разворачиваться и рисовать третью подволну вот этой разволновки зеленого цвета. Также, если кинуть профиль объема, то видим просадку по объемам на уровне 1454. Вот примерно в эту зону и стоит ожидать
эфириум в скором будущем. Но стоит учитывать, что глобально здесь наверх данное движение, хотите торгуйте, хотите нет, я такое вообще не рассматриваю, у меня глобально все куплено, все, что я хотел, и просто жду, подтягивая стопы. По мне, так с большей вероятностью здесь ожидается коррекция после ее завершения. Еще один поход с уже пробитием уровня сопротивления, который 4-5 ноября остановил восходящее движение эфириума. Давайте посмотрим еще индекс доллара. На дневку переключаюсь. Что у нас здесь происходит? Локально мы здесь имеем уже нисходящий такой тренд. Идем вниз, снова мы не обновили максимум и пошли опять вниз. Ну и мы знаем, когда снижается индекс доллара, это хорошо для всех активов, которые торгуются к этому доллару. И если у нас индекс доллара также пойдет хотя бы к нижней границе, это даст хороший буст для роста и биткоина, и эфириума, и всей криптовалюты. Пока индекс доллара с большей вероятностью, скорее всего, пойдет обновлять вот этот лой к нижней границе канала. И еще один альткоин хотел глянуть сегодня, это Dogecoin. Ранее отмечал вот эту зону. Сюда же мы и пришли. Пониженные объемы, что свидетельствует о коррекции, плюс в отмеченную зону пришли. Здесь уже можно смотреть, когда будет заходной импульс, и на его откате покупать. Пока здесь локально нисходящее движение на 4 часах, падение не завершено. На Dogecoin я бы, если бы монета не была куплена, то ждал бы импульс, на его откате брал и стоп за основание импульса. Дальше наверх. Если это движение будет в рамках 5-й волны, то первая цель это у нас предыдущий пик в волне 3. Также у нас здесь он совпадал с уровнем сопротивления. Давайте посмотрим, откуда он тянется. Я в предыдущих видео уже показывал. Очень часто, даже еще и в прошлом году, и в позапрошлом. Да нет, не в позапрошлом. В прошлом, в 21-м. Много раз он бился об этот уровень Dogecoin. И снова вот третья волна у нас завершилась, не пробив цену в 0.16. Пятерка с большей вероятностью также может ее не пробить с первого раза. Но это уже будем по ходу движения смотреть. Пока у нас локально это попытка поймать завершение коррекции, предположительно в 4-й волне. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!